Ранним сентябрьским утром ничто не предвещало беды. В небольшой больнице, на краю городка, когда неожиданно в раскрытую парадную дверь забежал здоровенный волк, что заставило весь персонал больницы и случайных посетителей в ужасе вжаться в стены. Лишь юная медсестра Кэт, которая постоянно ходила в лес со своим отцом и не раз встречала там диких животных, смогла взять себя в руки. Она заметила, что хищник держит что-то в своей пасти. Присмотревшись, девушка увидела, что это маленький волчонок. Вот только непонятно, зачем волку рисковать своим малышом и появиться вместе с ним, где было большое скопление людей. Пока престарелый охранник вызывал полицию и помогал эвакуироваться самым старым и слабым посетителям, Кэт решила взять дело в свои руки. Она смогла заблокировать хищника в коридоре. Девушка стала догадываться, что волк появился здесь не просто так. Ему нужна была помощь людей. Кэт позвонила своему другу Дэну, специалисту по охране дикой природы, и описала ему ситуацию. Приятель сказал, что он уже выезжает на место, и попросил его дождаться. В это время Кэт решила посмотреть через стекло, и она встретилась взглядом с большими, желтыми глазами волка, которые, как ей показалось, были наполнены болью и страданием. Кэт была полна решимости помочь несчастному животному. Она решила выпустить волка. Девушка отважилась на безумный поступок и последовала в лесной массив, следом за волком. При этом Дэн все еще был в пути. Хищник заметил, что девушка следует за ним. Кэт осторожно делала шаги, старалась при этом держать дистанцию, беспокоясь, что хитрый хищник пытается так заманить ее в ловушку. Необычная парочка прошла так несколько сотен метров, когда за спиной девушка услышала знакомый ей голос. Обернулась и с радостью увидела Дэна. Волку явно не понравилось появление мужчины, и он грозно зарычал. Тогда Кэт подошла поближе к приятелю и, обняв его, дав понять, что Том не причинит вреда. Немного успокоившись, волк продолжил путь. Через некоторое время ребята вышли на большую поляну, посередине которой увидели глубокую яму. Оттуда были слышны жалобный писк. На дне ямы были обнаружены 4 волчонка. Дэн начал очень быстро их доставать, так как в яме была вода. Все малыши были спасены. Здесь Кэт и Дэн наконец все поняли, что в больницу волчица приходила в своей пасти с волчонком в поисках помощи и спасением для своих остальных малышей. Возвращаясь домой, Кэт думала, что сегодняшний сумасшедший день был прожит не зря.